Индюки от такого количества травы обалдели. Они растерялись. Они не знают, что делать с таким количеством травы. Кушать, кушать, дорогие. Расти. Если хотите, чтобы ваша птица, в частности, ну, в принципе, речь идет о всей птице, и куры, и цыплята, если вы хотите, чтобы они были здоровы, регулярно хотя бы заведите себе 1 раз в неделю, это минимум 1 раз в неделю нужно почистить курятники. Я у цыплят это делаю каждый свой приезд. Приезжаю раз в 3-4 дня и обязательно все убираю. Здесь, смотрите, у кур, у старых кур все почистила. Это обязательно раз в неделю я это делаю. Вот так у меня дежурная тачка. В нее я сейчас сгружаю все использованное. Вот это я почистила у старых кур и почистила у цыплят. И сейчас буду застилать свежее и чистое. Я показываю все, что я делаю у цыплят, потому что потом, когда я собираю здесь ведрами яйца, и меня все спрашивают: а чем вы кормите своих цыплят? Чем вы кормите своих кур, что они у вас так хорошо несутся? Нет, дорогие, все это яйца ведрами начинаются с первого дня выращивания цыпленка. Все это начинается с вот такой вот уборки, еще когда этот цыпленок был маленький, когда еще яиц я не собирала. Вот с этого все начинается. С чистоты. Сколько раз вы здесь убрали, сколько раз вы поменяли воду в ведре и помыли ведро. Вот с этого начинается ваше яйцо, которое вы будете потом собирать ведрами. А потом, когда уже я буду собирать ведрами, это уже результат всего того, что сделали на протяжении выращивания. Не бойтесь, не бойтесь. Я вам принесла чистую подстилочку. Не бойтесь. В курятнике прохладно, они все сюда приходят, потому что на улице очень жарко, и в выгуле тоже очень жарко, даже несмотря на солнцезащитную сетку. Если бы не было этой солнцезащитной сетки, здесь можно еще добавить плюс 20. Вот так вот я каждый свой приезд раз в 3-4 дня выношу всю подстилку и застилаю свежую. Вот с этого всего начинается формирование яйца.
которое мы будем собирать ведрами от этих кур. Кормление, то, чем мы кормим своих кур, занимает не самую главную роль в получении количества яйца. Самое главное, чтобы курица наша была не голодная, а очень важно еще условия содержания. Поэтому во всех своих видео я показываю все, что делаю я в курятнике. Потому что яйца собираются в ведра не просто так в один день. Взялись они и появились. Нет, этому всему способствует каждодневный труд в курятнике. Все это складывается как пазлы. И потом получается, что у нас курочка хорошо несется.
Эта груша называется улюблена клапа. И такой урожай каждый год. Она не отдыхает. Вот, показываю вам все. Это летняя груша. Ее прямо сейчас можно уже кушать. Потому что она очень быстро-быстро спеющая. А когда ее вовремя срываешь, она очень сочная, твердая. Вот такая, как я люблю. Без каши внутри. Возможно, нужно было как-то оборвать лишнее, облегчить ей. Но я ничего не делаю. Сколько завязывается, столько и плодоносит. Вот
так вот каждый год. Улюблена Клапа.